Всем привет! Это видео посвящается моему 30-дневному отказу от сахара, и я расскажу вам, как проходила мой путь, собственно, покажу, расскажу и к чему в итоге пришла. Так что продолжайте смотреть, обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео, и мы начинаем! Привет, дорогие друзья! Сегодня первый день, как я отказалась от сахара. Решила, что некуда больше откладывать после очередного обжорства конфет, напития всем этим сладким чаем перед сном. Да? Я решила, что все, пора завязывать с этим. Проблема не в лишнем весе. Проблема в том, что я реально не могу без сахара. Вот типа, если я сильно хочу сахара, мне пофиг, сколько времени. Я просто пойду в магазин и буду покупать себе шоколад. Я ради масла с хлебом готова на все. Я даже готова на воровство, лишь бы хлеб с маслом. Смешно звучит, ха-ха-ха. Ну, это же реально зависимость. Просто интересно, смогу ли я реально отказаться от сахара. И вот сейчас 14 марта, 22:40. И у меня пачка M&M's осталась. И вообще я купила 3. И хотела подарить их своим друзьям. Но 2 я уже съела. Осталась 3, и я ее съем. Мой челлендж начнется завтра. Ребята, прикиньте, я чуть не съела сахар. Совершенно случайно. Я такая, типа, чаечек, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Чаечек, и такая начинаю сахарочек. А сахарочек я больше не использую. Получается полдня, полет нормальный. Пока не тяжело. Посмотрим, что будет вечером. Absolutely sugar-free. Я вот хочу попробовать кофе сейчас и выпить тот же самый кофе через 30 дней. И мне вот просто интересно, насколько по-другому я буду чувствовать вкус. Вот сейчас мне, в принципе, вкусненько. Мне вкусненько, и мне такое ощущение, как будто его сахарят. Но я точно знаю, что его не сахарят, но, наверное, в молоке есть какая-то порция сладкости, не знаю. Ну, короче, сейчас у меня просто кофе с корицей, латте с корицей. Мне вкусно на самом деле. Да, немножко пресновато, да. Я обычно пью с сахаром, либо со сливками, да. Но так как у нас sugar-free challenge, не могу сказать, что я в восторге, но мне вкусно. Спустя 30 дней, даже уже больше, пробуем тот же самый кофе, который пробовал я в начале. А так же, короче. Ничего такого супер special new нету. Я просто привыкла пить кофе без сахара. Я всегда пью кофе без сахара. И нормально, и вкусно. Третий день моего отказа от сахара, и я зашла в пекарню за хлебом. И вы просто посмотрите, какое искушение я испытала. Я только за хлебом. На самом деле офигенно пахнет хлебушек в пекарне. И это реально единственный доступный хлеб в Аргентине. Нормальный хлеб, который, знаете, такой резанный в буханках. Он просто невероятно дорогой в Аргентине. И я вот снимала видео про цены в Аргентине, его можно посмотреть вот здесь. Сегодня 4-й день, как я не ем сахар, и хочу поделиться тем, что вчера реально было тяжко, потому что мы ходили с друзьями на пикник, и после нашего пикника прям очень сильно хотелось заесть вот это все великолепие какой-нибудь булочкой, какой-нибудь печенечкой, чем-нибудь таким вот съестным, вкусненьким, сладеньким, но я удержалась. И знаете, что было сложнее, чем удержаться в то время? Было сложнее прийти домой, помыться, знаете, расслабиться, налить себе чай с молоком, без сахара, но с молоком, и не съесть никакую печенечку. Да, я пытаюсь не держать дома ничего такого, но я дома живу не одна, у нас была шоколадка, и это многого мне стоило, чтобы ее не съесть, реально. То есть мне было уже тяжело, то есть 3-й день уже прям тяжело, хотя до этого я такая, мне вообще так легко без сахара. То есть, но вот сейчас уже ощущается, вот сейчас я завтракаю кашей овсяной на молоке, без сахара, чай и ем бутерброды с маслом, по сути. Я вот это точно поняла, что если бы это не был челлендж перед самой собой,
то я бы слилась давно. То есть меня не мотивирует там соревноваться с кем-то другим. Ну, то есть это может мотивировать, но это недолго. Но вот когда я сама реально захотела, как рукой сняло, то есть я контролирую себя, и я прям горжусь собой реально. 5-й день я не ем сахар. И знаете, что я хочу сказать, что мне легко. Да, мне легко. Видимо, это не тот челлендж, который должен был быть для меня суперсложным. Вот я думаю, что отказаться от мучного для меня реально будет большой проблемой, потому что я, вот, макароны, добро пожаловать. То есть я не полностью как бы везде искусственно убираю сахар, то есть я могу съесть виноград, а там куча сахара, да, и фруктозы. Вот в молоке вроде как тоже, да, может быть какой-то сахар. Сейчас посмотрим, что у нас там. В молоке тоже есть сахар, мать его. Конечно, он не добавленный, то есть я хотела избавиться от добавленного сахара, то есть мне больше интересовало не здоровье, а часть моей привычки, что у меня день не день, если я не скушала шоколадку или пироженку. И сейчас я реально понимаю, что я могу без этого жить. 6-й день моей бессахарной диеты. Вчера очень сильно хотелось колу, но так в целом лайтово. 7-й день без сахара, и мне реально очень легко это дается. И сегодня был день рождения у сына моей подруги, и все ели торт, а я нет. И вы знаете, раньше для меня это была бы трагедия, а сегодня же ничего страшного, я съела бутерброд. Оцените, кстати, такой аргентинский вайб вокруг меня. Сегодня 9-й день, как я не ем сахар. Посмотрите, к чему я прибегаю. Да, фруктовая лавка. И мне реально хочется чего-нибудь сладенького. Я заметила, что в моменты, когда мне вот грустно, какое-то плохое настроение, знаете, там не хочется его фиксить, не хочется решать проблему, конфликт, и я прям привыкла есть что-то сладенькое в этот момент и, как скажем, заедать свои проблемы. Сегодня 10-й день, как я не ем сахар. И вот я даже влезла в свой старый топ. Я не знаю, насколько это связано, но в топ я влезла. А до этого не влезала. Надо замеры провести. Может, я реально похудела? Я решила перестать записывать каждый день, потому что я каждый день говорила: о, все хорошо, мне легко. И решила записать только в самый сложный момент. И он настал. Это была Пасха, когда все абсолютно ели сладости, Пасхи, куличи. И мне невероятно сильно хотелось сладкого, но я кое-как реально из последних своих сил удержалась и не съела. И вот к чему я пришла через 30 дней. Ну что, сегодня 30-й день, как я не ем сахар, точнее 30 дней было вчера, и сегодня я наконец-то могу есть сахар. Я на самом деле очень ждала этого дня. И с одной стороны, время пролетело супер незаметно. С другой стороны, каждую минуту, когда вот у меня была такая ломка по сахару, я думала об этом дне: о боже, когда это будет день. И вчера, собственно, был такой день, потому что мы пошли с мужем в вообще офигенную нашу любимую кофейню, где самые вкусные медиалунусы вообще в стране. Медиалунусы — это вот эта штука, типа круассаны. Он заказал их, и как бы: давай съешь, у тебя же последний день. Я такая: ну, у меня последний день включительно. И вы не представляете, какой у меня был соблазн, типа, не съесть их. Хочу сказать, что очень важный момент. Я почти всегда хочу сладкое, когда голодная. То есть, если я голодная, вот я могла сейчас с утра, если бы у меня не было этого челленджа, просто взять эти медиалунусы, сладенькие, да, и выпить их с чаем. И все было бы мой обед для меня, да? Но прикол в том, что когда ты ешь сладким с утра и вообще на голодный желудок, то ты нормальную еду не потребляешь, тебе хочется еще больше сладкого, и у тебя вырабатывается такая история, что типа я хочу кушать, я сейчас что-нибудь быстренько съем, заем. На весе плохо сказывается на здоровье и вообще на твоей привычке. И сейчас вот хотя я очень голодная, проснулась просто дико голодная, вот у меня просто слышно, я еще не заболела. Могла просто взять этот чай с медиалунусом, но я сделала над собой усилия и приготовила яйца. И уже соединила эти медиалунусы с яйцом. И это уже как бы полноценный завтрак идет. Да, там есть сладость, но это все-таки полноценный завтрак. Вот. Еще бы, конечно, добавить какую-то зелень, и будет вообще перфекто. Я поела сахара, я съела печеньку с кофе, и на утро я тоже ела круассаны вместе с яичницей. И что я просто автоматически почувствовала упадок сил. То есть обычно с утра я такая была бодренькая, я такая шла, все, у меня полная охапка энергии, а сейчас я реально, только
засыпаю как будто. И, может быть, это погода, но мне кажется, это прям на физиологическом уровне. То есть, реально, немного сахара очень сильно меняет состояние организма. Реально, когда мы едим очень много сахара, мы занимаем у себя энергию в будущем. Я не хочу отказаться от всю жизнь от сахара. Нет. Я просто хочу контролируемо потреблять этот продукт, чтобы он не вредил моему здоровью. И я поняла, что это можно делать. И представляете, после этого челленджа, какая у меня, оказывается, сила воли. То есть я поверила в себя, ничего себе, я могу 30 дней без сахара. Хотя мне казалось до этого, чего, типа 2 дня, все. Поэтому я поверила в себя, улучшила потенциал своего здоровья, и я еще поняла то, что можно экспериментировать и с другими продуктами, улучшать свое питание, потому что все зависит от нас. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайкос. Пока.